Всем любителям винтокрылой техники привет! Сегодня обозревать будем настоящий ударный вертолет Ми-28Н. Винтокрылый танк, первый подобный в дереве исследования СССР, который уже выглядит классно и современно. Хоть по вооружению и основным характеристикам он не особо отличается от предшественника Ми-35М, все же некоторые особенности позволяют чувствовать пилоту больше комфорт в игре. Решил я в этот раз немногим более углубиться в историю создания вертолета и поделиться основными событиями с вами. Если кому-то эта информация не интересна, промотайте на пару минут вперед, я не обижусь. Увы, старых записей в хорошем качестве найти не удалось, хотя это даже добавляет немного атмосферности повествованию и восприятию. Итак, отправляемся в 1968 год, когда благодаря стараниям Михаила Миля на самом верху СССР было принято решение о начале работ по созданию новых не только транспортно-боевого Ми-24, но и перспективного винтокрылого штурмовика на его базе без десантно-грузовой кабины. Поначалу, правда, все силы были брошены на создание именно крокодила, а разработка ударного вертолета была отложена до лучших времен. У главных противников тех лет, США, напротив, Вьетнамская война была в разгаре, и разработка нового ударного вертолета велась полными темпами. К тому же уже был создан и успешно применялся в джунглях AH-1 Cobra, а через несколько лет начались работы по ставшему позже культовым и самым распространенным в мире AH-64 Apache. По сути своей продолжилась технологическая гонка между двумя сверхдержавами и в вертолетостроении. И вот уже ближе к середине 70-х все-таки было принято решение о возобновлении разработки своего советского винтокрылого боевого комплекса на основании применения удачного Ми-24, а также получаемым данным по зарубежным аналогам. Ключевым требованием была возможность успешного противостояния бронетехнике противника, высокие бронирование и мобильность. Одним из предложенных вариантов даже был такой макет, обеспечивающий катапультирование пилотом. Однако от этой конструкции быстро отказались. Начался беспрецедентный многолетний конкурс конструкторских бюро Миля и Камова. Последний вскоре предложил уникальный одноместный соосный прототип В-80, позже ставший всем знакомым К-50. У Миля, как наиболее удачной, была выбрана схема размещения двух пилотов с названием «Тандем», как на Ми-24. Дополнительными требованиями была малая тепловая заметность, высокая живучесть самого вертолета и экипажа. И эта самая боевая живучесть была достигнута огромным количеством дополнительных систем, размещением менее значимых агрегатов перед критичными, дополнительным бронированием, дублированием всех важных систем и так далее. Кстати, птуры атака создавались именно для Ми-28. Для экипажа разработали уникальную систему покидания техники с отстрелом крыльев, подвески и дверей кабины, после чего появлялись надувные боковые ограждения для безопасного выпрыгивания пилотов. В игре, увы, колоссальной живучести нет, и вертолет достаточно быстро улетает в землю после попаданий. В 1982 году первый опытный образец смог подняться в воздух, чуть позже построили еще один, и оба были переданы для государственных испытаний с К-50, которые стартовали уже в 1984. В итоге военным больше понравился именно вертолет Камова за счет пилотажных возможностей, хотя сам вертолет все еще требовал множества доработок, как и его прорывной ударный комплекс «Вихрь». И хоть победителя выбрали в явном виде, было принято решение не сворачивать разработку Ми-28. Немногим позже, в 1987 году, был создан усовершенствованный вертолет Ми-28А, также с фокусом на экспорт, который, кстати, доступен в игре у шведов как премиумный. Получил он более мощные двигатели, X-образный рулевой винт, оснащен более современным приборным оборудованием и модернизированными выхлопными соплами, а на концах крыльев появились контейнеры для постановки инфракрасных и радиолокационных пассивных помех. Вертолет получил множество положительных отзывов на международных военных авиасалонах и натовскую классификацию Havoc, что переводится как «опустошитель» или «разрушитель». Отличные пилотажные возможности были продемонстрированы в 1993 году летчиком-испытателем Гургеном Карапетяном. Именно на Ми-28А впервые для отечественных боевых вертолетов были выполнены фигуры высшего пилотажа «Мертвая петля» и «Бочка». К этому моменту на Западе уже усиленно внедряли новейшие вспомогательные микропроцессорные и оптические системы для очередных модификаций Apache, а новые системы ночного видения показали значительное превосходство в Иракской войне. Союз же распался, и многие производственные и военные предприятия оказались в трудном положении. В итоге на проекте Ми-28А поставили крест и сфокусировались оставшимся коллективом на разработке новой всепогодной и круглосуточной версии вертолета, чтобы не отставать от западных аналогов. И вот уже в 1996 году был показан наш герой Ми-28Н, который окрестили ночным охотником за возможность ведения боевых действий в полной темноте. Увы, из-за сложной экономической ситуации полноценные испытания начались только в начале нулевых.
Вертолет был тепло принят военным командованием, и в 2006 году Ми-28Н был выбран как приоритетный на смену Ми-24 и все еще испытывавшему сложности с производством К-50. Хотя К-52 был также принят на вооружение, сейчас они вместе с Ми-28 являются основными ударными, а также штурмовыми и разведывательными вертолетами. Позже появились и другие модификации Ми-28Н. В игре присутствует Ми-28НМ, о которой я расскажу подробнее в следующем видео. Ночной охотник – это действительно отличный ударный комплекс с передовыми системами ведения боя и спасения экипажа. Установлены средства защиты от множества внешних угроз. Имеет возможность в автоматическом режиме совершать полет на предельно малой высоте. Современные оптика, сенсоры и вычислительное оборудование позволяют выполнять боевые задачи действительно практически в любую погоду и время суток. Телевизионные и тепловизионные оптические системы вместе с лазерным дальномером позволяют обнаруживать, захватывать и вести любые объекты, а также точно наводить управляемое вооружение. Работая в группе, вертолеты могут обмениваться данными по защищенным каналам и распределять цели. Что интересно, полностью от транспортного отсека не отказались, и в задней части Ми-28 есть возможность перевозить груз или расположить 2-3 человека, правда не страдающих клаустрофобией, так как иллюминаторов там нет. Что ж, все это достаточно заманчиво звучит, но что мы с вами имеем в игре? Ранг у Ми-28Н 7, боевой рейтинг 11.0. Достойное бронирование кабины, однако это не особо спасает, так как обычно при повреждении мы теряем рулевой винт или двигатель, что приводит к неминуемому падению. Бывает, иногда удается быстро потушить возгорание, но случаи эти редкие. Наконец имеем прекрасную подвижную турель с автопушкой 2А42, как на БМП-2, а это уже ощутимый плюс. Максимальная дистанция стрельбы порядка 4 км, однако эффективно попадать можно примерно на дистанции 1,5 км, не более. Чем ближе, тем больше шанс пробития и попадания, конечно. В этом помогает лента для бронецелей с пробитием 82 мм. Есть СПО с хорошими характеристиками, топовый зум с теплаком, достаточный запас средств противодействия, ловушек и отражателей. Основное оружие – это уже знакомые нам птуры Атака, которые мы можем нести в количестве 16 штук. Пробитие тандемное 800 мм, дальность стрельбы 6 км, скорость полета 550 метров в секунду. Показатели хорошие, однако может иногда не хватать дальности. Есть нормальные ракеты против летки 9М39 «Игла» с дальностью захвата цели со всех ракурсов 6 км, которые можно взять в максимальном количестве 8 штук. Однако занимают они те же крепления, что и птуры, потому лучше брать их только 4 штуки плюс 8 штук атак, или пожертвовать ими ради возможности спамить наземку. Кстати, приловчившись, можно и атаками сбивать летку, благо телеавтомат нам позволяет это сделать. Также имеются для выбора знакомые нам подвесы из 23 мм автопушек. Не знаю, правда, кому они нужны при наличии классной основной турельной автопушки. Нары С8КО с пробитием в 420 мм, которые можно взять в максимальном количестве 80 штук, либо 40 штук вместе с птурами и иглами. Есть и фугасные бабахи, ракеты С-13ОФ, которые несут в себе взрывчатки на 11 кг в тротиловом эквиваленте каждая. Их, в отличие от Ми-35М, можно взять в 2 раза больше, 20 штук. Маневренность, конечно, похуже, чем у одноклассников других наций и проигрывает представителям семейства Камова. Я имею в виду К-50 и К-52. Однако в сравнении с Ми-35М управлять нашим героем точно приятнее. Фигуры высшего пилотажа дает выполнять, хотя и чувствуется, что техника имеет значительный вес и как результат несколько валкая. При этом скорость набирает и держит хорошо, максимальная 300 км в час. Следует обязательно упомянуть К-50, так как БР у них одинаковый. Сейчас, на начало 2024 года, я выбираю однозначно Ми-28Н, так как после добавления обилия тумана на картах вертолет без теплака – это большая печаль. Управлять, работать птурами и выживать на К-50 значительно приятнее и эффективнее, но пока разработчик не починит частоту тумана, рекомендую брать в сетап именно Ми-28Н, если есть оба, чтобы не страдать и не ломать себе глаза. Конечно, если сравнивать топовые вертолеты Ми-28НМ и К-52, там уже будет иной разговор совсем. Но это уже совсем другая история, которую подготовлю для вас в следующих видео. В целом по игре на Ми-28Н все как и на Ми-35М, только больше возможностей и разрушительной мощи, немного лучше маневренность. А так по основному, хотите штурмить нарами, висеть над своим филдом с птурами или облетать противников с тыла, вертолет универсальный и позволяет делать все. С леткой бороться легче за счет удобной автопушки, и это, кстати, дает возможность экономить и не брать иглы, вместо них цеплять 16 птуров Атака. Тут уже что кому больше нравится. Из дополнительных рекомендаций. Частенько будем попадать к топовым ЗРК, а так как у нас нет топовых птуров Вихрь, которые можно пускать и наводить группой, да и скорость у них выше, высоко над укрытиями подниматься для нас будет сильно гибельно.
Для борьбы с ракетами ЗРК можно использовать пуски наров, чтобы детонация была о них, изредка помогает выжить. Не забывайте периодически осматриваться вокруг на предмет появления лётки противника. Благо с тепловизором и классным зумом делать это несложно. Также открывайте кокпит для лучшей слышимости окружающих звуков в прицеле стрелка. Системы противодействия типа ЛТЦ откидывать нужно вручную. Автоматической системы противодействия пока не завезли, так что не игнорируйте индикатор облучения РЛС. Зона пуска птуров небольшая, что может создать некоторые неудобства в начале, так как привыкнуть к этому несложно, а именно держать нос в направлении цели и подруливать по чуть-чуть. Птуры атака на данный момент можно пускать и вести только по одной штуке, то есть если вы пускаете вторую ракету, первая теряет управление и уходит в землю. Сам урон птуров рандомный, как и во всей игре, но ближе к хорошему. Ваншоты частые, хотя бывает изредка штуки 2-3 приходится всадить в особо цепляющегося за жизнь плохиша. Как итог, вертолет приятный, в предтоповый сетап брать обязательно. Конечно, уже очень хочется в топы, но если вы еще не на 11.7, Ми-28Н это достойный выбор за СССР. На этом все по самому обзору. Если вы впервые на канале или же просто не хотите пропускать видео и помочь каналу развиваться, обычные добрые ютуберские дела добавят вам плюсик в карму и возможно улучшат пруху в игре, кто знает. Комментарий, лайк или подписка. Для меня лично и канала в целом ваша помощь будет лучшей благодарностью. Кстати, удалось ли вам узнать все мелодии на фоне видео и пустить суровую мужицкую слезу, пока никто не видит? Всем желаю удачи в рандоме и пока-пока!